современном мире наблюдается активное стремление различных государств к налаживанию и укреплению международного сотрудничества в стратегически важных областях, в частности, в оборонной промышленности. Одним из примеров такого взаимодействия является заинтересованность Греции и Армении в инвестировании в оборонный промышленный коридор, который в настоящее время создается в индийском штате Уттар-Прадеш. Представители правительств Греции и Армении провели ряд встреч с главным секретарем штата Уттар-Прадеш Маноем Кумаром Сингхом на полях крупной оборонной выставки, проходившей в Афинах. В ходе этих переговоров обсуждались потенциальные возможности для сотрудничества между оборонными компаниями этих стран и индийскими предприятиями, расположенными в упомянутом оборонном коридоре. Возглавляемая главным секретарем делегация из Индии приняла участие в трехдневной выставке, в рамках которой состоялись встречи с руководителями различных промышленных секторов, заинтересованных в инвестициях в оборонную инфраструктуру Уттар-Прадеша. Известно, что в выставке приняли участие представители 35 государств, которые продемонстрировали свои передовые разработки в области оборонных технологий. По словам представителя правительства Уттар-Прадеша, присутствие делегации оборонного промышленного коридора на этой международной выставке подчеркивает серьезное намерение штата расширять горизонты развития собственной оборонной промышленности и укреплять связи с международными партнерами. Ожидается, что эта инициатива откроет новые пути для привлечения инвестиций, обмена технологиями и установления стратегических партнерств в оборонной сфере, что в конечном итоге будет способствовать усилению позиций Уттар-Прадеша как одного из ключевых центров оборонной промышленности в Индии. Однако наряду с этими позитивными тенденциями в области международного сотрудничества в регионе Южного Кавказа наблюдается заметное усиление геополитической напряженности, что вносит дополнительную сложность в региональную динамику. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи недавно выразил свой пессимизм относительно перспектив возобновления ядерных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. Более того, он публично отверг требования США о полном прекращении обогащения урана, заявив, что это требование является крайне неверным. Хаминеи подчеркнул, что Иран намерен придерживаться собственной стратегии и методов в решении этого вопроса, что указывает на потенциальное продолжение конфронтации по ядерной программе. На этом фоне ряд аналитиков обращают внимание на политику Армении. В частности, высказываются опасения, что предпринимаемые Ереваном шаги могут быть сопряжены с высокими рисками, и выражается сомнение в том, что армянское руководство в полной мере осознает всю сложность и опасность текущей ситуации. Отмечается, что решения, по всей видимости, принимаются единолично и могут не соответствовать национальным интересам Армении, находясь скорее в русле политики и интересов Российской Федерации. Существует мнение, что определенные центры силы стремятся втянуть Армению в орбиту союзнических отношений с Ираном и Россией в контексте возможных будущих военных кампаний, и что текущая политика армянского руководства этому способствует. Аналитические центры American Enterprise Institute и Institute for the Study of War указывают на сложность региональной среды безопасности и выражают обеспокоенность относительно понимания этой сложности армянскими властями. Одним из проявлений сближения между Ираном и Арменией стало углубление их оборонного сотрудничества на высоком уровне. Министр обороны и логистики вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Азиз Насир Заде, провел встречу в Ереване с министром обороны Армении Суреном Папикяном. В ходе этого визита был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами обороны обеих стран. Учитывая высокий ранг иранского представителя, этот визит, вероятно, свидетельствует о продвинутых стадиях оборонных переговоров, а не о начальном этапе взаимодействия. Исторически Иран поддерживал тесные связи с Арменией и, по имеющимся данным, оказывал ей поддержку в сфере безопасности в последние годы. Важным событием стало проведение первых совместных военных учений Ирана и Армении в северо-западном Иране в апреле текущего года. Эти учения были направлены на укрепление безопасности границ и координацию действий в борьбе с терроризмом. Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Иран будет стремиться к дальнейшему расширению военного и оборонного сотрудничества с Арменией,
особенно в контексте растущей обеспокоенности иранской стороны влиянием Израиля, Турции и западных стран на Южном Кавказе. Примечательно, что одновременно с развитием связей с Арменией Иран также поддерживает активные военные, политические и экономические отношения с Азербайджаном, что, по всей видимости, является частью стратегии по противодействию внешнему влиянию в регионе. Подтверждением этому являются совместные учения бригады спецназа «Ксир» Мирза Кучак-хан и азербайджанских спецподразделений, которые прошли вдоль ирано-азербайджанской границы в мае. Эти учения были представлены иранскими СМИ как стратегическая демонстрация силы, направленная на противодействие военным движениям Израиля и укрепление роли Ирана в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Проведение этих учений последовало за серией встреч на высоком уровне между представителями Израиля и Азербайджана в последние недели. Звучали призывы к включению Азербайджана в Авраамовы соглашения и к усилению трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Израилем и Соединенными Штатами. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткоф также посетил Баку для обсуждения трехсторонней координации и укрепления связей между этими странами в рамках Авраамовых соглашений. Кроме того, стало известно о проведении Азербайджаном учений в оккупированном Арцахе совместно с иранскими подразделениями, что вызывает дополнительную сложность в понимании региональных альянсов и противоречий. Параллельно Баку продолжает укреплять свои оборонные связи с Израилем. По мнению некоторых наблюдателей, такая многовекторная политика Азербайджана может вызывать определенное восхищение своей прагматичностью. Однако в этом контексте также упоминается влияние Турции на внешнеполитический курс Азербайджана. Проводятся аналогии с исторической фигурой Чешнигира при Османском дворе, намекая на зависимость решений Баку от Анкары. Президент Азербайджана, выступая на международной конференции в Анкаре, посвященной теме возвращения в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека, заявил, что стремление западных азербайджанцев вернуться на свою историческую родину не следует рассматривать как территориальные претензии к Армении. Он призвал Ереван отказаться от попыток представить ситуацию именно таким образом. Президент Азербайджана подчеркнул, что до тех пор, пока вопрос возвращения не будет решен, он останется в повестке дня страны, и что вернувшимся должны быть предоставлены гарантии безопасности. Это заявление прозвучало на фоне официальной политики Армении, которая, как отмечается, фактически отказалась от активной защиты прав армян Нагорного Карабаха и проводит политику, направленную на ликвидацию государственных институтов Арцаха. Таким образом, Баку продолжает продвигать нарратив о Западном Азербайджане на самом высоком уровне. В заключение следует отметить, что регион Южного Кавказа представляет собой сложную мозаику переплетающихся интересов, где наряду с попытками налаживания международного сотрудничества в оборонной сфере, такими как участие Греции и Армении в индийском проекте, наблюдается усиление геополитической напряженности, вызванное противоречивыми интересами региональных и внерегиональных игроков. Действия Ирана, балансирование Азербайджана между различными центрами силы и внутренняя политика Армении вносят свой вклад в формирование этой многогранной и динамичной ситуации. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.